Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И с вами Юля. И это канал «Русский с Максом и Юлей». Канал для тех, кто изучает русский. Друзья, если вы хотите научиться понимать диалоги на русском языке, то это видео как раз для вас. В этом видео мы с тобой, Юля, хотим обсудить... Что же? Мы хотим обсудить наши ближайшие планы. Окей. Где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Как долго мы живем в Буэнос-Айресе? 9 месяцев или что-то около того? 9 месяцев, да, и до этого мы еще жили, то есть суммарно больше года, и 9 месяцев непрерывно. Да. 9 месяцев непрерывно мы живем в Буэнос-Айресе. Вау. Почему вау? Ну, потому что за последние годы... За последние сколько конкретно лет? В моем случае... За последние 10 лет я нигде не жила так долго на одном месте. Человек без родины. Ну, имеется в виду там в одной квартире, например. Может быть, это был один город, но квартиры менялись чаще. Угу. В общем, 9 месяцев на одном месте, в одной квартире. Это прям долго. Ясно. То есть это впервые за 10 лет, когда ты так долго, аж 9 месяцев, друзья, Юля живет в одной квартире. Кошмар. Ну окей, хорошо. Юля, ну и что, ты будешь жить дальше в этой квартире? Нет. Что ты будешь делать? Мы переезжаем. Мы. Почему мы переезжаем? Потому что сколько можно жить на одном месте? Потому что 9 месяцев — это слишком долго, друзья. Как можно жить на одном месте 9 месяцев? Я не знаю. Нет, Юль, ну давай, чтобы не звучать как совсем конченые придурки, давай поясним, почему для нас это вот 9 месяцев на одном месте, и уже жопа горит, и надо куда-то бежать. Ну, на самом деле, не то, чтобы надо куда-то бежать, просто поскольку мы довольно давно живем в Аргентине, ты упомянул, что да, 9 месяцев непрерывно, но до этого мы тоже здесь жили. Интересно и хочется пожить в других городах в Аргентине. Да, то есть это не переезд ради переезда, вот, да в принципе... Ну, наверное, у нас бывали такие, не суть. Это точно не переезд ради переезда. У нас есть некая мотивация. Нет, лучше сказать, наверное, у нас есть некоторые причины, да, почему мы хотим поехать в другой город пожить. Как называется этот город? Этот город называется Неукен. Неукен? Неукен. Не Акен, не Окен. Неукен. Неукен, да, Неукен капиталь. Все верно. Самый крупный город Патагонии. Да. Вот, и мы хотим поехать пожить в Патагонию. Юля, каковы твои причины поехать жить в Неукен и в Патагонию? Потому что я знаю, что ты очень любишь Буэнос-Айрес. Я очень люблю Буэнос-Айрес, абсолютно верно. Мне действительно жалко отсюда уезжать, потому что, помимо прочего, здесь сложился прекрасный круг друзей, но хочется какое-то время пожить в Патагонии, потому что кажется, что из Неукена получится получше, побольше попутешествовать по Патагонии. Из Буэнос-Айреса очень... То есть первая твоя причина — проще путешествовать по Патагонии. Да, из Буэнос-Айреса довольно сложно куда-то выбраться в формате на выходные. Сложно поехать куда-то на выходные. Да, на 2 дня, может быть, на 3 дня. Сложно, потому что вокруг степи, пампа,
и до каких-то интересных мест на природе, вне города ехать очень долго. Так. А в Неокене, во-первых, рядом с городом есть интересные места, например, слияние двух рек. Угу. И в то же время из Неокена можно доехать за 4 часа до гор, да, чуть поближе до озер, ну и, в принципе, погулять по каким-то новым интересным местам. Хорошо. Ну, то есть проще путешествовать, ну, как бы проще открыть для себя новые места, да? Да. Вот все это можно объединить в этот пункт. Да, плюс... Это главная причина. Есть еще что-то для себя конкретно? Ну, я думаю, что это будет... твоя причина в том числе. Давай, мои причины. Но моя причина еще в том, что у нас есть лодка Пакрафт. Да. И в Буэнос-Айресе я один раз каталась на этом Пакрафте. Неокен стоит на слиянии двух рек, и кажется, что можно будет побольше времени проводить за какими-то вот такими... активностями на природе, на улице, покататься на лодке. Это просто, ну, как бы другой стиль жизни. Вот. И хочется попробовать этот стиль жизни, потому что в Буэнос-Айресе есть ряд ограничений, связанных, как я сказала, с тем, что сложно выехать куда-то погулять на 1-2 дня. Ну, то есть вот эти вот как, так называемые outdoor activities, да, как мы вот это... Нет какого-то адекватного перевода, мне кажется. Ну как, занятия на свежем воздухе. Мы так не говорим. Занятия на природе... Нет? Ну вот да, действительно, друзья, нет какого-то внятного, адекватного, аналогичного... Активный отдых. Да, кстати, да, наверное, ты права. Ближе вот. всего к наверное, да, activities. активный отдых, да, наверное, активный отдых. Но активный отдых может быть и в зале, то есть типа indoor. Ты можешь заниматься активным отдыхом, например, играя в футбол в зале. Ну да. Это чуть-чуть уже другое. Да. Вот, поэтому иногда вот такие заимствования... Почему вообще нужны заимствования языку? Потому что они позволяют более точно описать какое-то явление. Ну окей, давай скажем так, что проще заниматься каким-то спортом на улице, да? На воздухе, на улице, проще заниматься какими-то разными видами спорта. Давай я попробую подумать, прикинуть, да, что это могло бы быть. Ты сказала пакрафтинг и вообще каякинг, да, все, что связано с реками. Затем вокруг рек там есть лес, можно, соответственно, гулять по лесу. Да. Плюс там есть степь, такая пустыня-степь, и там есть небольшие горы, ну или холмы скорее такие, да, холмы. И, в принципе, можно лазать по этим холмам. Плюс я рассчитываю в очередной раз купить велосипед, друзья. В третий. Я сказал в очередной. В очередной, да. Ну, пока нет, правильно, в очередной раз, да, в третий раз, если быть точным, правильно. Да, потому что я уже покупал велосипед в Новороссийске, у меня было видео. Потом я покупал велосипед в Нови Саде в Сербии, у меня было видео. И я надеюсь, что будет видео, где я по патагонийским степям еду на велосипеде, да. В общем, действительно, доступ к природе, к спорту, наверное, немного другой стиль жизни. Да. И еще один момент. Для нас с Юлей по плану, да, по очень такому долгосрочному плану, Неокен будет плацдармом для... следующего переезда в Патагонию, в горную часть Патагонии. Потому что летом, сейчас зиму и часть весны мы проведем в Неокене, а потом по плану часть весны и лета мы проведем где? В Патагонии горной. В Андах.
Да, в Андах. Мы Надеемся, поедем. что так получится. Никто не знает. Никто не знает. Да. Но, как ты любишь, Юля, говорить, да, я бы сделал из этого такой твит, что если ничего не планировать, то ничего и не произойдет. Но я бы усилил этот свист, этот... Твит, да, простите. Я бы усилил... Или уже лучше говорить этот X, этот X, этот Экис, как? Я не знаю, я не пользуюсь этой социальной сетью. Вообще, эта буква же называлась хер в русском языке, да? Ну вот, х. Раньше, по-моему, она называлась хер, если я ничего не путаю. Отсюда и похерить, зачеркнуть, поставить крест. Поэтому да. Так вот, я бы усилил эту мысль. Да. Я уже забыл, пока мы с тобой говорили. Подожди, сейчас. Я бы усилил об этом мысль. Мысль была, что... Если ничего не планировать, то ничего и не произойдет. Да, спасибо, Юля. Если ни хрена не планировать, то ни хрена не произойдет. Вот, да, давай запомним это. Да, мне кажется, что это так близко к истине. Планируйте, друзья, и, возможно, вам повезет. Возможно, Вселенная даст вам возможности, да, потому что не всегда все зависит от нас, от возможности людей. Реализовать свои планы. Да. Ну что ж, наверное, на этом у нас все. Что у нас? Есть еще что-то сказать по этой теме? Может быть, у тебя есть какие-то еще причины, по которым мы переезжаем в Нью-Йорк? Или мы все сказали? Ну, спорт, новая часть географии, которую можно открывать. В целом, пожить, посмотреть, как идет жизнь в другом городе, относительно большом городе. Наверное, и все. Мне кажется, еще будет больше практики языка, потому что в Буэнос-Айресе сложилось такое большое, теплое русскоязычное комьюнити. Теплое, большое аналоговое... Нет, плохо. Нет. Хорошо, большое теплое. Мне нравится, как это звучит. Большое теплое... Русскоязычное комьюнити. Да, наша микрокомьюнити, в смысле. Нет, и микрокомьюнити, и макрокомьюнити, да. Но это в меньшей доле способствует интеграции, на самом деле, в... Ну да, нет, да. Ну, есть... Я просто пытаюсь понять, есть ли у меня цель прям интегрироваться, потому что интегрироваться — это как будто... Такое уже, если ты уже вот прям думаешь вот жить, интегрироваться, врастать, пускать корни. Ну, мы посмотрим, как будет, но в любом случае в Нью-Йорке такого комьюнити нет. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли там русскоязычные, и поэтому будет больше возможностей для практики испанского, для знакомства с людьми из Нью-Йорка, и это очень круто, как мне кажется. Факт. Будет, наверное, больше поводов, больше причин для коммуникации с аргентинцами, и не только аргентинцами, там живут и... венесуэльцы, как минимум, из того, что я знаю, и наверняка другие тоже люди. В общем, интересно будет поговорить с носителями испанского. Да. Что ж, друзья, вот такая вот история. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если вы хотите получать транскрипции к таким диалогам и к моим подкастам, и вообще дополнительные материалы для того контента, что я делаю, присоединяйтесь к мембершип-программе. Ссылка в описании. Учите русский с интересом и через понятный контент, друзья. Всего вам наилучшего. Пока-пока. Да? Эх, уже скоро, кстати. Да. Скоро. Уже меньше, уже полторы недели. Полторы недели. Время бежит, летит.